имеет огромный опыт в индустрии продуктов для омоложения организма. Это специалист мирового класса, и я очень горд тому факту, что такого уровня специалист сегодня является партнером компании Женев и представляет продукты компании Женев. Я хочу, чтобы под ваши бурные знаки, плюсы, может быть, смайлы, мы поприветствовали директора научного департамента по разработкам продукции компании Женев Вильяма Амзаллага. Вильям, вам слово. It's my turn? Yeah, it is. Can I activate the full screen mode? Probably no, because people are used to seeing the comments that they are making, and if you don't mind, we'll leave it this way. No problem. Thank you. Hello, everyone. Hello, everyone. My name is William Amzallag, and I am Generation Young. Меня зовут Уильям Амзаллаг, и я являюсь представителем молодого поколения. It seems maybe very arrogant for me to say I am Generation Young, taking in account my age, which is 72, but I will explain you why. Может быть, слишком смело с моей стороны заявлять о том, что я являюсь представителем молодого поколения, потому что мне 72, но все же я делаю такое заявление, и я объясню почему. And I will explain you why Genes is so successful. И также я обязательно расскажу вам, почему Женев является столь успешной компанией. You know, everything started by one idea. Все началось всего лишь с одной единственной идеи. From this idea, Wendy and Randy made a dream of this idea. И эта идея стала началом большой мечты Венди и Рэнди, основателей компании. You know, and from a dream, you made a lot of thought about. You think about and you think a lot. Когда у вас появляется настоящая мечта, вы не можете избавиться от мыслей о ней. Вы постоянно думаете, как-то представляете, визуализируете эту мечту. And from this thought, finally come the action. И в конце концов, после того, как вы продумали все возможные варианты, настает черед действий. So the dream was the vision, and it's come to the Generation Young concept. Идея стала видением, видение стало концепцией молодого поколения. The thought was to design a concept system called Use Enhancement System. Из концепции появилась идея видения системы, способствующей омоложению. And once we have the system, we fill it with rejuvenation product. После того, как появилась система, эта система стала наполняться продуктом омолаживающим. So first, let's talk about the concept, the slogan, Generation Young, and what is the difference between younger generation and Generation Young? Давайте поговорим о слогане, о девизе компании. И какова разница между молодым поколением, но здесь больше такая специфика английская, и поколением молодых. So in the young generation, we are talking about chronological age, which means that accumulating years will make you old or young. Когда мы говорим о молодом поколении, речь идет о нашем обычном возрасте, а в нашем возрасте в годах, и предполагается то, что если нам мало лет, значит мы молоды, если нам уже немного больше лет, значит мы стареем. For instance, we will decide, because you accumulating 65 or 70 years, that you become old or you become retired. И по достижении, к примеру, 65 лет, это зависит от страны, вас уже причисляют к возрасту старых, пожилых людей или так называемых пенсионеров. Today, this concept is obsolete, and we are talking about biological age or cellular age.
И сегодняшняя концепция, о которой я хочу рассказать вам, мы будем говорить о возрасте клеток. Which means that our age is based on the health of our 60 trillion cells. И эта концепция означает то, что реальная наша молодость основывается на том, в каком состоянии находятся наши клетки, в которых больше, чем 63 триллиона. So what are we? What are we generation young? How can we define ourselves? И давайте разберемся, что же такое поколение молодых, как мы сами себя определяем. Generation Young is a new way of life, a new vision of aging based on solid scientific evidence. Поколение молодых – это абсолютно новый образ и стиль жизни. Это новая версия старения с биологической точки зрения, основанная на научных доказательствах, серьезных, прочных научных доказательствах. So the first thing that, of course, we want to look young. Конечно же, все мы хотим выглядеть молодо. The second thing is we want to think young. Вторая вещь, конечно же, мы хотим думать молодо, прогрессивно. And of course, we want to last young as long as possible. И мы хотим, чтобы эта молодость длилась как можно дольше. So does science can make us immortal? Is it possible to be immortal? Означает ли это то, что наука может сделать нас бессмертными? Возможно ли бессмертие как таковое? The first thing is a good news. You know that every day our life is extended by 6 hours more, and we don't even know why. На самом деле каждый день к нашей жизни прибавляется 6 часов. К продолжительности нашей жизни прибавляется 6 часов, и мы даже не знаем почему. Look, between the beginning of the 20th century and the end, we doubled the expectancy of life, which go almost to 90. From 45 to 90, we doubled. Посмотрите, по сравнению с началом 20 века и нынешним днем продолжительность жизни фактически удвоилась. Если в 900 году это были 45 лет, то сейчас это почти 90. And even, you know, in the 21st century, we are supposed to live 160 years at the end of the 21st century, and that we don't know even how we did that, but we are going to do it. И согласно этой теории, в конце 21 века средняя продолжительность жизни будет составлять 150 лет. Непонятно, как же это произойдет, но мы собираемся иметь именно такую продолжительность жизни. So can we extend more, or can we speed up our longevity? Do we have any magic pill to do that? Можем ли мы как-то поспособствовать своему долголетию? Есть ли какая-то волшебная таблетка, которая нам его подарит? So as far as we are concerned in Genes, we say yes, we can do it. И в соответствии с нашим видением, с нашей концепцией в фирме Женес, я хочу сказать, да, мы можем это сделать. And we built a yes system called Use Enhancement System. И для этого мы основали систему, способствующую омоложению. Разработали. And yes, we have a solution. We think that we have a solution to enhance longevity. И да, у нас действительно есть способ для того, чтобы продлить наше долголетие. Now, the solution is in our DNA. И секрет находится в нашем ДНК. Now, there is no way to change our DNA. We're not going to change what we have, but we are targeting to repair DNA damage. And all our products are targeted on that, repairing DNA. Хочу вас заверить, то, что никто не собирается переделывать или как-то менять ваше ДНК, этого не произойдет. Какова наша цель и цель всей нашей продукции – это восстановление ДНК, это ее ремонт практически.
So let's see what happened in our cells and what means cellular biology in a way why we can understand what means aging, please. Давайте посмотрим, что происходит в наших клетках и что значит клеточная биология, как происходит старение изнутри организма. So what happened in these teeny things, which is the wonder of the nature called the cells? Что же происходит в этом маленьком, малюсеньком элементе, называемом клеткой, которая является просто уникальным творением и необъяснимым? So I will just put the full screen now to see what's going on, and you will see what's happening in the nucleus. А для того, чтобы вам было лучше видно, я сделаю полный экран, для того, чтобы вы могли хорошо рассмотреть, что же происходит внутри клетки. What you see inside is what we call chromosome. То, что вы видите внутри, вот эти иксы, мы называем это хромосомами. And inside the chromosome, there is two strands of DNA. И в каждом хромосоме есть две так называемые ниточки ДНК. For what DNA? For what? ДНК чего же? DNA contains our genes. We have 40,000 genes, between 20 and 35,000 genes. И наша ДНК несет информацию о наших генах. У каждого человека от 20 до 35 тысяч генов. What for? What for the genes? Гены, что они делают? Какова их функция? Каково их назначение? Our genes are the codes, the secret codes to manufacture proteins. Наши гены являются секретным кодом, который помогает производить протеины. All our body is made of protein, and all our working system needs protein. This is why it's extremely important to manufacture the right proteins. Все наше тело состоит из протеинов, и все процессы, которые происходят в нашем организме, не могут происходить без протеинов. Поэтому очень важно, чтобы наше тело в здоровом порядке производило нужные, правильные, здоровые протеины. Having said that, now we can understand why we are aging, and there is three major causes of aging. Для того, чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, давайте рассмотрим это на примере. Почему мы стареем? Есть три основные причины нашего старения. The first one is what we call DNA damage. You know what? Our DNA is damaged 1 million times a day. Причина номер один – это тот урон, который наносится нашему ДНК. И в численном эквиваленте он составляет где-то 1 миллион. And our DNA is damaged from inside and from outside of the cells. И этот урон наносится нашему ДНК как и изнутри нашего организма, так и снаружи. And from outside, for instance, it's very important. The damage can be from radiation, from air, from the toxic, the smoke, the chemical, cigarette smoking, and so on. И что же влияет на нашу ДНК и что нам вредит? Это может быть некачественная вода, это загрязнение окружающей среды, это радиация, нечистый воздух, токсины, смог, какие-то химические вредные элементы, попадающие в воздух, курение и другие. And from inside there is three reasons to damage our DNA. И я расскажу вам о трех основных причинах, которые наносят урон нашему ДНК изнутри. It's called oxidation, inflammation, and glycation, and I will explain you that. И к этим трем причинам относятся закисление организма, воспаление и гликация. The first one is called oxidation, and maybe you know all what means oxidation. Вы, наверное, первая причина – это окисление, и наверняка вы об этом слышали. You know, oxidation is dealing with oxygen. Окисление имеет непосредственное отношение к кислороду.
You know, oxygen is giving us life, but it's also killing us at the moment that they give us life, and I will explain you how. С одной стороны, кислород дарует нам жизнь, но с другой стороны, когда он привносит жизнь в наш организм, моментально он начинает нас убивать изнутри. И я объясню, как это происходит. We need oxygen for almost every chemical reaction in our body, and especially to build energy. Кислород необходим для того, чтобы происходили практически все и любые реакции, химические реакции в нашем организме. И особенно сильные затраты, большие затраты кислорода происходят при выработке энергии в нашем организме. But if each time that oxygen works, it steals one electron from an atom, and the atom doesn't like that. Но каждый раз, когда происходит реакция с кислородом, это отнимает один электрон из атома молекулы, и молекуле это совсем не нравится. And when he do that, you know, the atom is trying to regain another electron by stealing that from another atom, and so on and so on, and that produces what we call free radical, which is extremely damaging for the DNA. И когда происходит эта реакция, атом пытается найти себе другой электрон, отнимая этот недостающий электрон у другого атома. И, соответственно, это такая вот бесконечная цепная реакция. Именно таким образом появляются свободные радикалы в нашем организме. But in life this is unfortunate, but this is like it works, and this is why our DNA is damaged every day. This is a major cause of DNA damage. И это является основной причиной нанесения урона нашему ДНК. The second reason is what we call silent inflammation. Вторая причина старения, внутреннего старения изнутри организма, это так называемое тихое воспаление. You know, every day our body is attacked by a reaction which it develops inflammation, which is normal, but when it's too much, the compounds which are produced by inflammation are damaging DNA. Вы знаете, каждый день наш организм подвергается каким-либо атакам внешним или внутренним. И какие-то скрытые процессы воспаления, они в принципе нормальны. Но когда это воспаление, скрытое воспаление достигает определенного уровня, и соединение, которое вызывает это воспаление, они входят в реакцию с нормальными клетками и с нормальными процессами и механизмами в нашем организме, тогда уже начинаются очень сложные и очень сильно наносящие ущерб здоровью реакции. And the third thing which is damaging DNA is called glycation. And I don't know why the N disappeared here. И третья причина, которая вызывает старение, это гликация. The glycation is about sugar, because glycogen, is sugar, right? И гликация, процессы гликации, они связаны с сахаром. When you eat too much sugar, this sugar will glue your fibers and your protein together. Когда вы едите слишком много сахара, то этот сахар способствует тому, что волокно слипается внутри в вашем организме. Волокно слипается так. In fact, you know, you can see on this picture, the sugar will stop the normal function of many things, for instance, the collagen and the fibroblast in the dermis, you know, in the skin. И в нашей коже происходят следующие процессы. Когда слишком много сахара, то коллаген и другие вещества, они просто склеиваются с сахаром, и таким образом прекращаются нормальные процессы восстановления кожи. And too much sahar will increase the skin damages. И если в нашем организме слишком много сахара, слишком много глюкозы, это способствует увеличению
лечению деформации кожи, появлению морщин, пятен и так далее. So what are the consequences of DNA damage? What happens when DNA is severely damaged? И каковы же последствия того ущерба, того урона, который наносится нашему ДНК? Now, as you know, cells are duplicating every second or every millisecond, and we have hundreds of thousands of duplication every day. Вы знаете, то, что наши клетки делятся каждую секунду и каждую долю миллисекунды. И таким образом наши клетки восстанавливаются каждый день. So every time when a cell duplicates, the DNA also duplicates. Каждый раз, когда ваша клетка делится, то делится также и наша ДНК. The problem if the DNA is damaged, it will, of course, give birth to the codes will not be perfect because the codes will be damaged, and it will give imperfect protein because it cannot give all the codes. И если наша ДНК каким-либо образом нарушена, то получается в процессе деления клетки делятся и передают информацию уже с нарушенным кодом ДНК. И эта информация уже не является идеальной, она не является первоначальной, и именно это вызывает процессы старения. And that's why we are aging or we become sick. Вот почему мы либо стареем, либо становимся, либо заболеваем, либо, к сожалению, и то, и другое. But fortunately, we have a wonderful maintenance service. Но нам крупно повезло, потому что есть удивительная система по восстановлению ДНК. Every second when the DNA is damaged, the system will immediately come to repair DNA. И каждую секунду или миллисекунды, когда нарушается ДНК, то эта система работает на ее восстановление. So, you're going to tell me, well, so what? Then why are you talking about it? Because your body is doing everything. Why do I need to take all these products? Вы можете задать мне вопрос, так вообще о чем мы здесь толкуем? Зачем нам принимать какую-то продукцию, о которой вы хотите нам рассказать, если наше тело и так занимается этими восстановительными процессами? Well, because, the maintenance service is very good until the age of 35. And after that, the maintenance is not as fast as damages occur, and then you create a depth of damages. Дело в том, что да, у нас есть система по восстановлению нашего ДНК, но она работает хорошо до возраста 25-30 лет. А после этого уже не успевают происходить все восстановительные процессы, и поэтому, как уже было ранее сказано, клетки делятся с нарушенным кодом ДНК. This is why it's very important to help the maintenance service, which is DNA repair, where we can act efficiently rather than to try to stop DNA damage. Поэтому очень важно помогать этой системе по восстановлению ДНК, работать эффективно, отлаженно и в правильные сроки, чем пытаться как-то исправить те процессы старения, которые возникают, когда эта система не налажена и не работает в нормальном режиме. So yes, if we can do that, we can help and stop or delay aging, but unfortunately it's not enough. Да, у нас есть технология, которая может помочь восстановлению и налаживанию этой системы, но, к сожалению, этого будет недостаточно. We are going to talk about another cause of aging, which is called telomeres. И мы сейчас поговорим с вами об еще одной причине старения, и здесь ключевым словом будет являться теломеры. In the end of every chromosome, you can see in this picture there is a yellow part, which is the end of the chromosome, which protects the DNA against damages or against many things called the telomeres. Как вы видите, на конце каждого хромосома есть такая капсула, крышечка, которая предохраняет нашу ДНК от повреждения. And this is very important, they are like shoelaces and they cannot be too much broken, otherwise they don't
protect anymore the DNA. И эти крышечки, если они уменьшаются, либо исчезают совсем, они больше не способны защищать наш код ДНК. What we find out, unfortunately, that at each division, the telomere will shorten and shorten and shorten, and after 50 to 60 divisions, there is no more cap. Как было доказано научным путем, с каждым делением клетки теломеры все уменьшаются, становятся все короче и короче. И это деление происходит вплоть до 50-60 раз, до того момента, когда эта крышечка, предохраняющая нашу ДНК, она полностью не исчезает. And then I'm putting the full screen to show you the next pictures, and I hope we will see the movie, the little movie. You will tell me if you see it, to see all the cells stop to divide. И сейчас я постараюсь сделать так, чтобы вы увидели небольшое видео, когда заканчивается, когда вот теломеры становятся настолько коротким, то что клетка просто больше не может делиться, и поэтому она умирает. I don't know if you have been able to see the video or not. I don't see it. We have just the picture. Okay, no problem. So it's a pity, but so each time then the divisions stop because the DNA is not protected, and that's why we are aging. И каждый раз, когда исчезает этот предохранитель, деление клетки заканчивается для того, чтобы сохранить наш изначальный код ДНК. And even if we treat that, unfortunately we have a third reason of aging, which is called stem cells. И даже если мы решим этот вопрос, есть еще третья причина старения. Она называется, и в основе этой причины лежат как раз-таки стволовые клетки. So I want you to understand exactly what means stem cells. Я хочу объяснить вам точно и конкретно, что собой представляют стволовые клетки. So let's start by the beginning. When a man and a woman meet together, they create, and if they like each other, of course, they will create one cell together. Давайте начнем с самого начала. Когда встречаются мужчина и женщина, если они понравятся друг другу, конечно же, они своими клетками, они создадут одну клетку. And this cell is the first embryonic stem cells of the body. И эта клетка будет как раз-таки зародышем нового человека, нового тела. From this cell, all our body will be built. И именно начиная с этой клетки начнется процесс становления человеческого организма. Which means that this cell is non-specialized and will create 200 different specialized cells for every function. И это значит то, что эти клетки являются универсальными, потому что они создадут другие разновидности клеток, которые будут формировать все системы нашего организма. Then they will create nerve cells, brain cells, cardiac cells, and skin cells, for instance. И именно из этих клеток произойдут наши нервные окончания, это будут клетки нашего головного мозга, нашей кровяной системы и всех других органов. And when we born, we still have a capital or stock of original stem cells in case we need them. И даже при нашем рождении у нас все еще остается где-то в хранилище так называемый капитал стволовых клеток на случай, если они нам понадобятся. And we will need them because there are some cells we do not reproduce, and when they die, we will have to send some virgin cells, some stem cells, to become, for instance, brain cells.
И, безусловно, они нам понадобятся, потому что есть клетки, которые не восстанавливаются сами по себе. Именно тогда в том направлении идут вот эти стволовые клетки, которые сами по себе являются девственными, несут какую-то определенную информацию и восстанавливают ту ткань, ту структуру, которая была повреждена. This is why maintaining our stem cells pool or stock is one of the key to longevity. И именно поэтому поддержание как раз-таки вот этого хранилища стволовых клеток является одним из ключом к нашему долголетию. So you see, our system is targeted on DNA damage, which means all the things that I told you about, the DNA oxidation, inflammation, glycation, telomere shortening, and stem cells, and that is our yes system. И помните, мы начинали с вами разговор с системы, способствующей омоложению, которая была основой концепции компании. И если вы вспомните, мы говорили с вами о различных причинах старения. Это и укорачивание теломеров, это разрушение ДНК и другие моменты, как окружающая среда, которая неблагоприятно на нас влияет, это закисление организма. И именно со всеми этими причинами борется система, способствующая омоложению. And then let's talk about the product which I issue. By the way, I have to deactivate. Is my full screen deactivated? Yes? Yes, it is. Okay. Then let's talk about the product that we designed to fulfill the system. И давайте теперь поговорим о тех продуктах, которые наполнили эту систему. And again, I want to emphasize that we are working on helping DNA repair. И я хочу еще раз подчеркнуть то, что мы работаем на то, чтобы помочь восстановить ДНК. And from that, we build all the product that you can see here, and more product will come very soon. И именно в основе эта концепция лежала в основе разработки всей продукции, которую вы видите, и другой продукции, которая будет представлена чуть позже. So I know that for the moment we have few products in Russia and Ukraine, but slowly we will have the other one. This is why I'm going to talk a little about everyone. Я знаю то, что сейчас на Украине и в России представлены только некоторые продукты, поэтому мы поговорим о них попозже, побольше, но я не могу обойти вниманием остальные продукты, которые также у вас появятся в скором времени. So the first one which I'm going to talk about are called nutraceutical, because this is the one which are working inside the body. Do you have this word in English? Well, nutraceutical is in English already. Nutraceuticals, it's a mixture of nutriment and pharmaceutical. Okay. Итак, давайте поговорим с вами сначала о биологически активных добавках. It's a little like biologically active food supplement. Exactly, yeah, thank you. So what is the first one? Is about DNA repair. We have to repair DNA, and the first one is called reserve. Итак, вы помните то, что нам необходимо защищать и восстанавливать нашу ДНК, и первый продукт, который способствует этому, называется резерв. Reserves come from the word resveratrol. Название этого продукта происходит от такого вещества, как ресвератрол. And in order to understand what means resveratrol, I will tell you about the resveratrol story, and I will start by the theory of restriction calorie theory. Для того, чтобы понять, что собой является ресвератрол, я хочу вам рассказать его историю, которая начнется с теории сниженного количества калорий. Do you know that if we eat, this is a scientific fact. William, can you repeat please, because I had a bad connection. Yes. Do you know that we can live longer, and this is a scientific fact? Знаете ли вы то, что да, мы можем жить дольше, и это научно
terms of calorie, you will live 30% more. Если вы сократите свою дневную дозу калорий, количество калорий на 40%, потребляемые вами каждый день, то вы будете жить на 30% дольше. This has been experimented on millions of mice, but also in humans. Подобные эксперименты были поставлены на миллионах мышей, подопытных мышей, но также проводились и были доказаны на человеке. The idea is it applicable to all humans in the world? And this is a little difficult. Возникает вопрос, возможно ли это воплотить каждому человеку на Земле? И здесь возникает небольшая трудность. So in order to answer to this question, the first question that we have to answer is why calorie restriction increase longevity? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно перед этим задать другой вопрос и также ответить на него. Почему сокращение калорий способствует долголетию? And in order to understand that, we have to come back to the genes. Для того, чтобы это понять, нам необходимо вернуться с вами к нашим генам. Now, the genes, we have 30,000, but not all the genes work at the same time. У нас, как уже ранее говорилось, порядка 30 тысяч ген, но они не работают все одновременно. Only 10% work on a permanent way. Только постоянно из них работает только 10%. And the other one maybe will never work, will stay sleeping all our life. Некоторые из них, может быть, и никогда не заработают, они будут находиться в спящем состоянии всю жизнь. Unless we are in danger. Только они активизируются только в том случае, если организм поймет, что мы с вами находимся в опасности. And starving is a danger. Means if we eat a lot less, the body sends the alarm. Why? And then some genes will be activated. И если мы с вами голодаем, тогда для организма это чрезвычайная ситуация, представляющая собой опасность для организма, и тогда активируются те гены, которые находились в спящем состоянии. And when we starve, Professor David Sinclair from Harvard University have found out that there is two genes which become to be activated. They are called sirtuin-1 and sirtuin-3. Профессор из Гарвардского университета, которого зовут Давид Синклер, провел огромное количество опытов. В итоге он доказал то, что при голодании активизируются два гена, сиртвен-1 и сиртвен-3. So, I asked the question again, is restriction caloric practical? And the answer is no. И я еще раз возвращаюсь к вопросу, который я задал заранее. Сокращение калорий – это допустимо, практично для всех людей? И ответ на самом деле нет. So, we try to find out if we can avoid calorie restriction and still activate the sirtuin genes. И тогда возникает вопрос, можем ли мы избежать сокращения калорий, так, чтобы нам не было необходимости сокращать калории, потребляемые в течение дня, и все же активировать сиртвен-1 и сиртвен-3. So Dr. Sinclair find out that there is some ingredient, especially in the red wine called polyphenol family, which can activate sirtuin gene while we are not starving. И профессор Синклер доказал то, что в красном вине находятся полифенолы, которые как раз-таки способствуют, помогают активации этих сиртвен-1 и сиртвен-3. And especially inside this family of polyphenol, you find one called resveratrol, which can boost our system when it's activated. И в этой
в этом семействе полифенолов есть один представитель, который называется ресвератрол, который может способствовать дать мощный толчок различным нашим системам внутри организма. Which means that each time that we can eat or take our resveratrol, we will activate certain genes, and when the certain genes will be activated, all our system will be boosted, and that will increase our longevity. Когда мы потребляем ресвератрол, то активизируется сертвен-1 и сертвен-3, что дает мощный заряд нашим системам, как указано на слайде, который вы видите. Это система воспроизведения, наверное, это половая система, метаболизм и другие. Now you understand why we are putting a lot of resveratrol in reserve, but not only resveratrol, we put other major antioxidants. Теперь вы понимаете, какова причина, какова наша мотивация, когда мы сделали ресвератрол основой одного из наших продуктов. Но также мы добавили туда огромное количество полезнейших и мощнейших антиоксидантов. And we have proven that our product not only is very digestible, which crosses the intestinal barrier, but cross also the cellular membrane. И также было доказано то, что наш продукт, мы сейчас говорим о резерве, очень легко усваивается и способствует хорошему пищеварению, но помимо этого активные вещества в составе данного продукта, они поступают буквально они усваиваются и на молекулярном уровне. And the test that we are using is called CAP-E testing, has nothing to do with ORAC value, because ORAC value only show the how it's digestible, but this show how it's enter in the cell's membrane. И этот тест основан на том, он показывает то, как эти активные вещества проникают через клеточную мембрану, и он называется антиоксидантная защита клеток на уровне эритроцитов. So having said that, what reserve is doing on the body? И для того, чтобы вы лучше поняли, давайте я объясню, что же делает резерв, каково действие резерва внутри организма. And the first thing is because of this antioxidation level, is a strong DNA repair. В силу того, что он является мощнейшим антиоксидантом, он как раз-таки способствует восстановлению ДНК. And by doing that, it will also increase memory. Помимо этого, он улучшает память. And also, it will reduce fat cells. А также помогает снижению жира в организме. And it will also boost energy and endurance in muscle cells. Также он помогает донести и снабжает наши мышцы, мышечные ткани силой, выносливостью и энергией. And it will also enhance muscle strength. Также он помогает укреплению мышечных тканей. It will also decrease fatigue and especially computer fatigue. А также он помогает избавиться от усталости и, если говорить более подробно, понятно, той усталости, которая вызывается компьютером и компьютерным излучением. It will increase or improve coordination. Он способствует улучшению координации. And finally, it will increase longevity. И, наконец, он способствует вашему долголетию. And this is the first product that we have reserved, and you probably have it in Russia. И это продукт номер 1, о котором я хотела вам рассказать, и в скором времени он будет и в России. The second product is targeting telomeres. Продукт номер 2, о котором мы сегодня с вами поговорим, он касается восстановления теломеров. And it's called Finity, and it's exclusive to Genes. Он называется Finity, и у компании Genes
все права на эксклюзив этого продукта. I told you about the telomeres, but now I'm going to tell you about the telomerase studies and how we go from telomeres to telomerase. Мы с вами раньше говорили о теломерах, но сейчас я хочу затронуть еще и теломеразы, и как же они взаимодействуют, какое они отношение имеют друг к другу. And that has been found by Professor Elizabeth Blackburn, who won the Nobel Prize for that. Это открытие было сделано профессором Элизабет Блэкберн, которая получила Нобелевскую премию за это открытие. The first thing that she found out is that while our telomere is shortening to all our cells, it is never shortened in our sexual cells, which is spermatozoid and ovula, what we call germinal cells. Она открыла то, что в наших половых клетках никогда теломеры никогда не сокращаются, они не исчезают, они не сокращаются до того уровня, чтобы просто умереть и исчезнуть. And we understand why, because if a spermatozoid of a 60-years-old man and an ovula of a 40-years-old woman meet together, if they have short telomeres, the baby will be born with gray hair already. И давайте я вам продемонстрирую это на таком примере. Если, к примеру, отцу 60-65 лет, а матери где-то 40 лет, и если бы происходили какие-то изменения в ДНК этих клеток, половых клеток, то ребенок таких родителей родился, к примеру, уже седым. So she find out why in these cells the telomere are always in full length. И профессор все-таки добилась ответа на вопрос, почему же в половых клетках теломеры всегда изначальной длины. Because they have inside an enzyme called telomerase, which is always rebuilding telomere when they get shorter and shorter, as you can see here. I'm not sure if you can see it, unfortunately, but in this movie you can see every time that we lose a small part, the telomerase is rebuilding the telomeres. Она сделала открытие, то, что теломеразы, которые существуют внутри этих клеток, так называемые энзимы, это белок, он выполняет роль восстановления. Если происходит какое-то нарушение изнутри, то этот белок восстанавливает и уничтожает, просто устраняет это повреждение. And what happened is that she find out that every cells have telomerase, but in the other cells, this telomerase is sleeping. Какое открытие она сделала? Она открыла то, что такие теломеразы, они есть в каждых клетках, во всех клетках нашего организма, во всех клетках человеческого организма. Однако в других клетках они находятся в спящем состоянии. And then, like for reserve, can we find a way to activate this telomerase, which is always sleeping? I beg your pardon, with the help of reserve or FIND? No, like for reserve, when we activate the sirtuin genes, here we can find some things to activate the enzyme telomerase in order for the telomerase to do the job. Okay. И как мы говорили с вами, резерв он способствует активации сиртуин-1 и сиртуин-3, а в продукте Finity есть элементы, которые активизируют вот эти спящие теломеразы в клетках человеческого организма. So a big pharmaceutical company in America find one ingredient which can activate telomerase in every single cell. И одна фармацевтическая компания, очень крупная американская компания, нашла один элемент, обнаружила элемент, который может активизировать теломеразы во всех клетках. This ingredient is extracted from a Chinese herb called astragalus, from the roots of astragalus. И этот
из корня растения острога. And that's what's called TA65. Он называется TA65. TA65 is an enzyme which can increase, well, it's a product which can activate the existing telomerase in each cell. И этот элемент TA65 является белком, который может активизировать теломеразы в нашем организме. And that's what we get. We get an exclusive deal with this pharmaceutical company to use TA65 in all the direct sales industry. И компания Женев заключила договор на эксклюзивное использование TA65 в сетевом маркетинге. Now, let me be very clear. You can find TA65 in some countries, but it's not sold through the direct sales. В некоторых странах вы можете найти TA65, но это не сетевой бизнес и Never in MLM, for instance. We will be the only one. Okay. So, having said that, we include TA65 Infinity, but we don't have only TA65. We have 12 other ingredients, and that's what the results are. You can translate this word here. Однако Affinity состоит не на 100% из TA65. Помимо него есть еще 12 других элементов, которые обеспечивают нам следующие, моменты. У нас прибавляется энергии, мы лучше можем фокусироваться, улучшается память, зрение, налаживается сон, вы спокойно спите, происходит активное восстановление клеток, липида, связок, у вас гораздо быстрее происходят процессы выздоровления, оздоровления, пусть это могут быть какие-то внутренние процессы, внутренние проблемы, либо раны, ожоги, порезы, и также он способствует нормализации веса. So, this product you can just take 2 in the morning and 2 in the evening every day. Вы можете принимать Affinity по 2 таблетки с утра и 2 таблетки по вечерам. And that is it for this telomere. You may have it very soon in USA, in Russia. For the moment you don't have it, but it will come soon. Пока что на вашем рынке этот продукт не представлен, но совсем скоро он у вас появится. So from that, but before having this product, we had another one called AMPM. Но еще ранее, чем Affinity, у нас появился такой уникальный, замечательный продукт, как AM и PM. AM for the morning, PM for the evening. AM предназначен для утра, а PM для вечера. Now this is a very important product that we designed before Affinity, and which can conglomerate, add all the action for DNA repair, which is DNA repair, telomerase activation, mimetic activator, and stem cells for maintenance. It's 75 ingredients in each product. В каждом из этих продуктов около 75 элементов, которые его составляющих в его, и эти элементы способствуют как раз-таки восстановлению ДНК, активации теломераза, активизирует вот эти вот спящие клетки внутри организма и способствует сохранению и поддержанию резервуара стволовых клеток, что тоже необходимо. So AMPM help your body cells to work more efficiently and allow yourself to replace our aging and damaged cells in a better way. Этот продукт позволяет вашему телу и клеткам вашего тела работать более эффективно, заменяя каким-то образом нарушенные или поврежденные клетки
и восстанавливая их. So can we take Trinity and AMPM together? Maybe yes, but you know, it's better to choose as Affinity or AMPM. Отвечая на вопрос, можно ли принимать одновременно и EM, и AMPM, и Affinity, здесь не может быть однозначного ответа, но доктор Амзаллаг советует выбрать либо один продукт, либо другой. We create the AMPM when Affinity did not exist. So we didn't have a telomerase activator real like TS65 inside the AMPM. Дело в том, что когда мы разработали AM и PM, Affinity на тот момент еще не было, он не появился. Не было вот этого активного элемента, который называется TS65, который может как раз-таки активизировать теломеразы, и поэтому TS65 не входит в состав AM и PM. So personally I take both, but you don't have to take both. Лично я принимаю и один продукт, и другой, но это делать не обязательно. Again, with AMPM, you take 2 in the morning, 2 in the evening. И, как уже я говорила ранее, с AMPM то же самое. Вы принимаете 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером. So let's talk about the third product, which is about detoxification. Давайте поговорим о третьем продукте, который нацелен на то, чтобы очищать наш организм. Because before to do any action on the cells, it's better to clean the house. Потому как лучше всего любую работу начинать с очистки. Перед тем, как восстанавливать организм, нужно его очистить. This is why we create Propectin. Именно на это нацелен пропектин. Propectin is about detoxification. И этот продукт полностью сконцентрирован на детоксификации, то бишь очищении организма. It's 100% nanogranules, and it's apple pectin from Poland and not from another part, because this is where we get the best ingredients. На 100% он состоит из наногранул, и это вещество извлекается из особого вида яблок, которые растут только в Польше. And the first action is to detox from heavy metals. И функция номер один, задача номер один, это очистить организм от тяжелых металлов. The second action, which is very important for some region of the world, is the radioprotective. Apple pectin reduced cesium-137 by 62%. That has been proven by clinical trial. Задача номер один – это защита организма от радиации. Как было доказано многочисленными исследованиями, он снижает содержание радиоактивных веществ вплоть до 62%. So this is very important for Japan, for Ukraine, for many countries where you have still a lot of people getting cesium-137, which is a byproduct of radiation. И это весьма актуально для таких стран, как, к примеру, Япония, Украина, для тех территорий, которые были подвергнуты мощному радиационному излучению. And this product has been endorsed by Dr. Michael Nobel from the Nobel family, and this is the only product that he never sponsored in his life. Этот продукт был разработан Майклом Нобелем, который происходит из Нобелевской семьи. И это единственный продукт, который он разработал за всю свою научную карьеру. So you start to take three per day for 1 month, and after you get the maintenance of 1 a day. Для начала вы принимаете 3
3 пакетика в день для мощного и сильнейшего очищения организма. После того, как это очищение происходит, вы принимаете по 1 пакетику пробиктина, и это делается на протяжении месяца. После этого вы принимаете лишь по 1 пакетику в день для того, чтобы сохранить свой организм чистым. So let's talk now about a new product that you will have very soon called VitaCell. Давайте сейчас поговорим о новом продукте, который совсем скоро у вас появится. Он называется VitaCell. VitaCell is rice. В основе этого продукта рис. But it's a very special rice, and we extracted from the rice what we call glycoproteins, which are a combination of sugar and protein. Он извлекается из особых сортов риса, и тот элемент, который извлекается, называется гликопротеин. Он состоит из сахаров и протеина. So why for? First, we have to choose the best rice in the world, and it's a Siam Valley in Thailand. В первую очередь, нам было необходимо отобрать самый лучший особый вид риса, который растет только в Таиланде. So from the 3,000 strains, we select 3 very special ones that we combine together. Из 3000 возможных сортов риса мы отобрали 3 самых особенных. So we extracted the glycoprotein from 100 kilo with 1 kilo of glycoprotein, and this is what we put in the sachet. Из 100 килограммов особого вида риса, который является собой микс из 3 видов, мы извлекаем 1 килограмм гликопротеина, и как раз таки это вещество и находится в этом маленьком саше. Sachet, yeah, so a little unidos. So what for? What glycoprotein are good from rice? What for? Чем же хорош этот гликопротеин из риса и каково его назначение? There is 3 actions, which is energy, self-communication, and detoxification. Он несет в себе 3 полезных функции. Это клеточная энергия на клеточном уровне, коммуникация клеток между собой и очищение организма. So the first one is promote energy, but it's a very special energy called ATP. В первую очередь это обеспечение организма энергией. И это особый вид энергии, который называется аденозин 3... Phosphate. Вот фосфорная кислота. АДФ. I will explain you. So, let's go back to when we eat food. Давайте на минуту обратимся к тем продуктам, которые мы с вами употребляем в качестве еды. In order to extract the energy from the food has to be broken down in a nutrient called carbohydrate, fat, protein, vitamin, essential. Для того, чтобы наш организм мог извлечь полезные элементы вещества из еды, ему необходимо разложить его на углеводы, жиры, протеины, витамины, минералы и так далее. So when these nutrients are extracted, they will cross the digestive barrier and go inside the cells. Когда полезные элементы, питательные элементы преодолевают барьер, Intestinal. Just a second, I need to recall how it calls in Russia. Intestinal barriers. Барьер, который они преодолевают при переваривании, при усвоении пищи, и только после этого они попадают в клетку. And then when it's inside, it goes to a special place called mitochondria. После того, как это происходит, они непосредственно в клетке, они попадают в митохондрии. The mitochondria is our powerhouse. That's where we create energy. Митохондрии являются такими вот котельными или, я не знаю,
какими-то вот такими вот мощными электростанциями, которые создают энергию в нашем организме. So all our ingredients with oxygen come inside the mitochondria, and at the end you have the energy going out. And this is how we can live. Этот процесс начинается с того, что все полезные элементы попадают в митохондрию, и как отдача мы получаем энергию. So it's created in the form of ATP, A for adenosine, T for 3, and P for phosphate of phosphorus. И эта формула называется аденозин-трифосфат. So what happened is that by the cell will improve ATP production in mitochondria. И именно витасел помогает митохондрии производить эту энергию. So, but not only that, the beta cell is rejuvenating mitochondria, which is one of the most important part of the cells. Но помимо этого витасел способствует омоложению митохондрий. Why? How? You know that mitochondria has also a special DNA coming only from the mother. И как же это происходит? Дело в том, что у митохондрии тоже свой особый ДНК, в котором содержится 27 генов. And this DNA is extremely sensitive to oxidation. Однако эти ДНК, эти гены, они очень чувствительны к окислению. So with aging, the mitochondria diminish in number. We have 2,500 at the beginning, and we have maybe less than half at the age of 50. Изначально в организме находится около 2500 митохондрий, но с возрастом их количество сокращается. И так мы стареем. And the free radical are extremely bad for the mitochondria. И свободные радикалы очень-очень опасны, поскольку они наносят огромный ущерб митохондрии. So beta cell helps to promote repair and maintenance in the mitochondria. Витасел помогает сохранить и восстановить ДНК в митохондриях. The second action of beta cell is on the cell's membrane and on communication. Вторая функция, которую выполняет витасел, она действует на мембрану и на коммуникацию между клетками, на сообщение клеток. You know that the communication between cells are extremely important. We call it signaling, and it's the key of life. Взаимодействие клеток очень важно. Мы называем это сигнализацией, сообщением между клетками, и эта функция является фактически ключом в жизни. It is important that we send orders inside the cells in order for the cells to function properly. Для того, чтобы клетки работали нормально, в здоровом режиме, необходимо, чтобы они получали сигналы снаружи. So the glycoprotein from beta cell are helping the signal, the communication to be faster and better. А витасел способствует тому, что коммуникация между клетками, она более эффективна и происходит быстрее. So the third thing is